Ты там дораму снимала или что? Просто у нас были студенты, которые по $10 тысяч, по $20 тысяч тратят на один фильм курсовой, да, их надо 2, например, снимать. Мне по закону нельзя работать. Корейских актеров просто навалом. Безумно ценят Ким Ки-дука. Его кэнсельнули вообще. Добрый день, дорогие гости и зрители нашего канала. С вами Кинохана, меня зовут Никита. Это второй выпуск нашего замечательного подкаста. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Джипек Сатарова. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня у нас тема кино, учеба за границей и взаимная связь между университетами и жизнью людьми и так далее. Джибек, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Корею из Кыргызстана и как ты там учишься как киношница? Вообще, получается так, я работала 6 лет у нас в Кыргызстане, да, на разных проектах туда-сюда, и потом, получается, я подала на стипендиальную программу на кинорежиссера, и вот таким образом, да, я оказалась в Корее. Это какая-то программа обмена? Не, это, правительственная стипендиальная программа, то есть правительство Кореи выделяет, они вообще выделяют огромные деньги для студентов из разных стран, получается, и вот да, для каждой страны есть определенная квота, и я вот по вот этой квоте смогла поступить, вот и оказалась там. Эта квота, она как повсемирная или для каждой страны выделяется какое-то количество студентов? Да, это получается для каждой страны, допустим, определенное количество квоты выделяется, чтобы поступить. Там есть разные направления, типа бакалавр, например, есть. У них также есть, допустим, для колледжа есть отдельная квота для магистрантов и отдельная, то есть магистранты и докторантура входят в одну, получается, категорию квоты, да. Для Кыргызстана это примерно в общем, там, такая система, если ты напрямую в университет отправляешь свои документы, то это примерно 12, по-моему, или 14 квот выделяется для Кыргызстана, а если через посольство, то где-то 6 или 7, вот так вот. То есть, в общем, где-то, 20 человек, да. Как выглядит вот эта подготовка? То есть, понятное дело, там документы собрать, увидеть там заявку, подать, пройти, это все как бы понятные вещи, стандартные, да, для подачи. Какая-то вот перед обучением, какая-то идет подготовка, что-то как-то вас погружает в мир корейской жизни. Да, это получается как, это стипендиальная программа, она чем хороша, то что она полностью обеспечивает все, то есть и перелет, и каждый месяц там стипендию выплачивают и так далее. И если, допустим, человек вообще не знает корейского языка, 0, да, то есть его отправляют на языковой год, то есть 1 год ты изучаешь язык, и за этот год ты должен получить определенный уровень корейского языка, и с этим уровнем ты уже идешь, получается, на магистратуру, например, в моем случае, да, и 2 года, и вот, получается, в общем, она обеспечивает на 3 года обучения. Обучение, оно где происходит? Здесь и... Не, полностью там. То есть, если проходишь по программе, то есть они сразу, получается, покупают тебе билеты, и ты приезжаешь, и уже сразу начинаешь, допустим, языковой год. А если у тебя есть определенный уровень корейского, который, то есть ты можешь не учиться 1 год, и ты можешь сразу сесть на магистр или докторантуру, например. Выбор кино, да? Как ты к нему пришла? И, типа, совпали ли мечты вот обучения в Корее, да, вот с предположениями, какие вот, ожиданиями? Я на режиссера поступила, потому что я здесь работала, да, в Кыргызстане, но в основном я работала как второй режиссер, то есть административную такую часть делала. И я потом в какой-то момент поняла, что мне не хватает образования, то есть я как бы тупо говоря, я не знаю базу, да. Я решила пойти, то есть на учебу, да, и как бы 2 зайца в одном, и в Корее, получается, и по стипендии, и вот на кино поступила. Вот, насчет ожиданий реальности, я, допустим, то есть мои ожидания были немножко другие, потому что, то есть я из-за того, что не хватало информации, да, то есть как вообще обучение проходит у нас в университете, вообще что нужно делать, да, и так далее. Вот этого всего не было, и у нашего университета, допустим, на сайте у них тоже вот конкретно такой информации, да, такой более детальной информации нету вообще. То есть они говорят, что вот нужно курсовую, да, снимать, там что-то там типа такого, какие-то предметы, да, но нету вот детальной информации, что, как вот это все делается. И у них еще я заметила, что в корейских университетах у них
только на корейских сайтах можно найти, но это корейский сайт, это лабиринт, короче, ты заходишь, потом у тебя еще одна окошко выходит, потом еще одна, и вот так вот 10 вкладок выходит, и ты потом уже теряешься, куда что заходить. А эти сайты на английском, которые языке, они просто вот есть, и все, вот там ничего нету на самом деле, вот. И из-за этого, мне кажется, были проблемы для меня лично в том плане, что нам нужно было за 2 года снимать 2 курсовых, но нам не говорили, что... То есть, как в моем понимании, workshop, да, это было вот, типа, студенты собираются, там, что-то там снимают, да, как бы, да, вот небольшой какой-то фильм, там, ну, может, 5 минут, 10 минут, да, но я не думала, что для нас курсовая — это вот когда ты снимаешь полноценный короткометражный фильм на свои деньги, и, то есть, и не просто вот, да, ты какой-то фильм снял, а вот они хотят, чтобы мы сняли там какой-то фильм, который пойдет на большие какие-то фестивали, да, то есть у них требования такие большие. Вложения в продакшн такие требуются, да? Да. Прям? Ну и самый главный это вопрос. Как называется университет, как называется факультет? Так, университет называется Чунган University, это типа с корейского Чунган переводится как центр. Что-то в таком духе. Съемка вообще как проходит? Она там тяжелая. Ну вот поэтому мы разобрались, да, там продакшн какой-то нужно вкладываться, от этого требует как бы университет, да, профессора. Ну как эти проекты выглядят, что они из себя представляют? В общем, вот я как до этого говорила, то есть каждое направление, да, даже продюсинг, оператор, допустим, снимает свой собственный фильм, первую курсовую, как полноценный короткометражный фильм, который вот прям можно на фестивале, да, отправлять. Вот, и режиссеры, получается, они снимают 2 курсовые, то есть 2 фильма короткометражных, вот, и там, короче, система немножко сложная в том плане, что университет, он, в принципе, финансово вообще не обеспечивает, то есть он как бы не помогает, да, единственное, что мы можем использовать, это аппаратуру, которая есть в университете, да, камеру, там, свет и так далее, но аппаратура тоже, она небольшая, то есть там все равно нужно будет какие-то дополнительные вещи в аренду брать, да. И еще самое тупое, наверное, это то, что если ты хочешь использовать аппаратуру университета, да, нужно обязательно, чтобы оператор, то есть твой оператор для твоего фильма должен быть студентом этого университета. Вот, то есть вот такие какие-то у них правила странные, вот. И еще, короче, проблема в том, что, ну, кроме того, что мы на свои деньги должны снимать, а в Корее снимать фильм очень дорого, вот прям вообще дорого, да, там где-то минимум, ну, чтобы вот как-то успевать, там как-то что-то вот нормально, чтобы что-то сделать, нужно как минимум где-то примерно вот $5000. Это вот самый минимум. Просто у нас были студенты, которые по $10 000, по $20 000 тратят на 1 фильм курсовой, да, их надо 2, например, снимать, не считая дипломной работы, да, то есть в целом 3 фильма, да, нужно снимать. Вот, и, короче, там еще проблема в том, что оператора нужно найти, студенты, да, нашего университета, а операторов не так много, потому что в основном поступает на режиссуру, допустим, продюсера, да, но оператор там, ну, может, 3 человека, да, на потоке. И у нас получается драка за эти операторы, потому что они не все соглашаются, во-первых. Во-вторых, короче, за аппаратуру тоже драка идет у нас, потому что если в один день у нас съемки с кем-то вот пересекаются, да, то нам нужно типа делиться этой аппаратурой, то есть там какую-то они забирают, какую-то я забираю, например, да, вот так вот. Вот, и все остальное, и там еще, короче, у нас обязательно тоже, типа, такая система, что мы стараемся обычно своих же студентов привлекать, да, на позицию, там, оператор, звук, кто записывает, там, кто художку делает, да, вот, то есть на разные вот эти позиции. Потому что это как бартер работает. Ты им помогаешь, они тебе помогают, то есть бесплатно ты им не платишь за работу, да, вот, и из-за этого, короче, тоже вот проблематично в плане того, что с корейцами в этом плане немножко сложно работать, то есть их сложно заманить на свою работу, особенно когда нам, иностранцам, да, потому что, ну, я понимаю, почему, с одной стороны, почему они так делают, потому что у них, они стараются работать со своими корейцами, которые потом в будущем, то есть как бы, да, на будущее они смотрят, в будущем они
там останутся, вместе будут работать, да, вместе создавать какие-то другие, может быть, проекты, да. А с иностранцам они не особо охотно помогают, потому что иностранец сначала здесь снял, потом уехал к себе домой, и как бы все, да, и типа смысла как бы нету, да. Вот, и из-за этого я, допустим, для своего курсового, то есть для своего фильма я привлекала именно других иностранных студентов, которые тоже с нами учатся. То есть это вот не обязательно моего потока, это могут быть там люди, которые уже, например, закончили, да, тоже те же иностранцы, но которые, допустим, в Корее находятся. Вот я их максимально тоже с ними как-то контактировала, как-то пыталась, чтобы они мне помогли, там, то все. И вот из-за этого, вот из-за всей вот этой ситуации, когда у тебя, грубо говоря, времени нету вообще, потому что семестр всего 4 месяца проходит, и за вот эти 4 месяца нужно успеть снять фильм, то есть отмонтировать, да, ну, хотя бы черновой вариант, но обязательно нужно его показать. Вот, и из-за этого, короче, у нас там прям вот драка и там, и здесь, и то, и так далее, вот это пока все это делаешь, короче, и расходы, то есть много уходят, в основном это вот на передвижение всякие, за локацию, например, если ты платишь, тоже дофига денег уходит, там, за еду, за, там, питание и так далее, это у них, допустим, за еду обязательно нужно хорошую еду покупать, обязательно всем нужно покупать кофе, потому что это не как у нас там, да, самцы, все самцы за саламчик, короче. Вот, или там пиццу покушали, да, и все, короче, там нужно вот, если мы снимаем 12 часов, допустим, с утра до вечера, то это получается полноценные 3 еды, там, короче, кофе обязательно, без кофе там люди вообще не согласятся даже, короче, ну, тем более это, получается, они же бесплатно помогают тебе и работают, поэтому хотя бы нужно их нормально кормить и кофе покупать, вот такое. То есть вот это все тоже очень много стресса, например, дает, потому что там уже еще получается так, что, допустим, у нас урок начинается, да, семестр начинается, нам нужно снять фильм, и профессор, допустим, чаще всего он не пропускает сценарий, он просто говорит, нет, переделывайте, там, либо другой сценарий, либо еще что-то, и пока все это происходит, у тебя 2 месяца просто уходит на то, чтобы утвердить сценарий, да, а без разрешения профессора ты не можешь снимать. И пока ты вот это все делаешь, потом пока ты вот препродакшн подготовишься, пока ты там найдешь локацию людей, там, пока вот со всеми вот это, потом будешь драться за вот эту аппаратуру, там, что-то ходить, вот это все, короче, это тоже прям вот максимально в напряженном состоянии все происходит. По горячим следам сразу вот 2 вопроса. Есть ли на этом факультете разделение между там документалистика, художественная, да? И второе, откуда средства находятся? То есть это параллельная работа или это какие-то собственные средства, там помощь, не знаю, там друзей, родителей и так далее? Вот, так, первый вопрос. У нас все фильмы должны быть игровыми. То есть документальное кино можно снимать только как отдельный урок брать документалистики. То есть если ты берешь этот урок, ты снимаешь, да, по ходу дела этого урока и так далее. Вот, насчет второго вопроса, ну да, получается, тут проблема, вот я насчет себя скажу, проблема в том, что из-за того, что я получаю стипендию, мне по закону нельзя работать во время академического вот периода, да, другие студенты, которые не по стипендиальной программе поехали, они могут работать определенные часы, там, типа, в неделю, там, сколько, 20 часов, там, что-то в таком духе, вот. В моем случае первый свой фильм, я скажу так, он немножко неудачный получился, но я и особо много не потратила, где-то примерно где-то $1000 я кое-как там где-то там подрабатывала, да, где получалось. Вот кое-как деньги, в общем, сохранила, и то у меня, допустим, всего 2 дня съемок было, и внутри университета там все бесплатно было. То есть я за локацию, там, передвижение, то все не платила, только вот за еду, за вот какие-то такие мелкие расходы уходила, и у меня вот $1000 ушло. Свой второй фильм, да, я тоже максимально просто вот так вот просто, да, каждую копеечку экономила, и у меня где-то примерно $3000 ушло. Я прям, вот для меня, я вот самый, мне кажется, вот у нас в университете, в нашем даже вот по факультете, да, я, мне кажется, самый дешевый фильм сняла, потому что остальные все от 5000, вот, и тоже, короче. Это как параллельное обучение, да, и продюсерству, и режиссуре, да? Да, потому что все как бы самой нужно делать, самой ходить там и так далее, то есть и в этом плане, да, ну, я подрабатывала, я, короче, летом, ну, я вот легально, то есть
есть я получила разрешение, я летом где-то 1,5 месяца работала вот ближе к морю, там есть, короче, ресторан такой, они там продавали там типа рыбные эти Палочки. не рыбные палочки, а лапшу, короче, типа с морепродуктами, вот такой вот. Это был очень ужасный опыт, прям максимально кошмарный опыт был, но я вот 1,5 месяца кое-как вытерпела. И, ну, там работа тоже 12 часов, типа, с утра до вечера работаешь, мы пахали, как эти, не знаю кто, я вот кое-как собрала эти деньги и кое-как сняла, и то все равно я не до конца все сняла, мне еще там нужно будет доснять. Ну, и локации, например, у меня все локации были бесплатные, я работала в одном баре, я попросила хозяина этого бара предоставить нам это место, но я бесплатно у него снимала, то есть я ему деньги не платила. Вот, и остальные локации у нас, допустим, в университете, они вот не так давно построили, ну, там у них был павильон, съемочный павильон, как типа в виде дома. У них раньше он очень старый был, он прям разваливающийся был, вот, но его починили, то есть новый павильон построили, прям как квартира, вот, и я вот там снимала, то есть это тоже как бы Вот кино, которое ты сняла, оно о чем? Это корейская реальность, это жизнь Кыргызстана, это какая-то взаимосвязь двух стран, это чисто какая-то внутренняя, лично твоя история. Да, это вот чисто моя история, ну, как бы, там еще такая еще проблема есть, когда ты иностранец, да, у тебя есть, типа, выбор снимать какой-то свой иностранный, грубо говоря, фильм, да, там, какую-то свою историю, иностранцы, например, снимать, да, либо, короче, ты снимаешь какую-то корейскую, да, историю с корейскими актерами, там, и так далее, вот, проблема в том, что если ты снимаешь с иностранцами, да, их мало, то есть иностранных актеров очень мало, и не все хорошо играют и так далее, да, в этом плане немножко, как бы, сложности могут возникнуть, ну, ты платишь им больше. Вот с корейскими актерами, корейских актеров просто навалом, это просто я офигела, когда я, короче, на сайте выложила, что мне нужны вот такого возраста актеры, да, на кастинг, и мне за 1 неделю пришло 600 анкет. Просто вот. И удивительно то, что в Корее у них вот с актерами проблем вообще нету, то есть ты можешь найти вот просто вот там, вон там, вот, да. Вот, но единственное, что если корейский фильм снимаешь, да, немножко может быть такой, из-за того, что мы иностранцы, и мы хорошо не разбираемся вот в корейской культуре, да, какие-то тут такие тонкости не знаем, поэтому нас часто ругали профессора, то, что мы так не делаем, вот так нельзя, короче, да, вот такие вот нюансы тоже есть. Это интересно, потому что в Кыргызстане, мне кажется, вообще наоборот ситуация работает. Мне кажется, в Кыргызстане легче найти иностранных гостей, актеров, да, которые там у тебя сыграют в фильме, нежели чем вот у нас кого-то вот найти в среде, потому что вот сколько фильмов мы снимали, очень много там парней, девушек, которых зовем сниматься у нас на ролях, не хотят, там типа родственники будут против, мама, папа запрещает, там дядя, тетя там вообще какие-нибудь там религиозные и так далее. С иностранными намного легче, вот, и интересно вот это вот противопоставление. Да, это вот раньше же был такой мем, когда вот из аэропорта Манас выходишь, и там эти зомби, которые таксисты вот такие же. Такой же мем есть в Корее, короче, где ты, короче, как режиссер такой бежишь, и там куча зомби этих актеров такой, возьми меня вот на свой этот фильм, да. Вот, ну, я вообще удивилась, реально, мне вот из 600 анкет было очень много даже анкеты вот актеров, актрис, да, которые снимались в таких дорамах, там, здесь у них так огромный список вот этого всего. Я еще некоторых людей даже видела в этих дорамах, и они присылают свою анкету мне, да, и готовы сниматься в студенческом проекте. Да, вообще вот просто там они готовы. Ну, просто мне кажется, еще из-за того, что они не на основной, то есть не главную роль играют, да, в этих больших проектах, поэтому на студенческий вот особенно от нашего университета, например, да, они прям с удовольствием идут, потому что они думают, что, ну вот, пойду на главную роль, да, а потом вдруг этот фильм попадет на фестиваль, да, то есть и это будет плюсиком в дальнейшей карьере, да, понятненько. Да, они прям готовы на все, чтобы вот продвинуться в плане вот кино. Ну вот, как бы прямая сразу такой, наверное, вопрос, да, вот кино в Кыргызстане и кино, которое снимается в Корее, это совершенно разные контексты там и так далее, да, вот мы привыкли смотреть Корея, это всегда дорама. Ты там дораму снимала или что? Что там было? Нет. Короче,
в нашем университете факультет кино, и у нас прям киношное кино, вот, то есть как бы, грубо говоря, обучает именно снимать не какие-то коммерческие там какие-то вот такие вещи, да, вот чисто вот чтобы кино, вот фестивальное кино, да, вот такое вот, да, авторское, да, какое-то кино снимать. А насчет дорамы у нас есть отдельные уроки, у нас есть одна женщина, классная вообще, очень крутой профессор, она, у нее классы как раз вот связаны с дорамами, да, вот с сериалами корейскими, но это у них тоже различия есть между вот, дорамой, у них разного типа есть. Есть дорамы, которые идут на телевидение, да, это вот совсем другая категория дорам. Есть дорамы, которые, допустим, снимаются на OTT, вот эти платформы, типа Netflix, да, вот это все, короче, там у них свои еще платформы куча есть. Это типа вообще другие дорамы, то есть там категория разная, и вот у нас был урок, который был посвящен именно вот этим дорамам, которые на Netflix выходят, да, то есть на платформе, и мы каждую неделю должны были посмотреть одну дораму, и на уроке мы, грубо говоря, вот обсуждали, да, эту дораму, там, что, как. Кстати, одну классную деталь скажу насчет этого урока. У нас, короче, на уроке с нами сидели еще ребята из докторантуры, да, и там, короче, ну, то есть разные, там и иностранцы тоже были, своих корейцев было много. И к нам пришел, то есть с нами вместе с нами сидел один такой парень, я еще только на него смотрю, ну, кореец, еще думаю, блин, что-то лицо знакомое, короче, и что-то, и все, как бы забыла, особо не обращала внимания, и вот так я целый семестр проучилась, и только в конце я понимаю, что со мной в классе сидел актер, который играл антагониста в «Олдбое». Вау. Это вот, типа, вот в одном классе, я просто, я такая, что? Это мощно. Да, это вот прям, он на докторантуре учится, поэтому я была прям вообще, то есть я посмотрела, такая, капец. Это мощно, да. Да, ну, мне кажется, это то, что, типа, наш университет известен своей вот именно направлением кино и так далее, поэтому очень много, типа, таких крутых людей тоже приходят учиться. Ну, про сам фильм-то свой расскажи. Вот там, говоришь, первый не очень удачный, второй удачный. Давай про самый удачный, какая у него судьба сложилась, что он из себя представляет. Я его еще, у меня из-за того, что, типа, было очень много стресса и так далее, я его еще не открывала и не монтировала, но мне еще нужно просто дополнительно доснять там какие-то моменты. Вот, но, короче, история такая. В общем, из-за вируса люди перестали, то есть стали чувствовать слишком сильный, как сказать, грубо говоря, оргазм от еды. Вот это поворот! В мире как бы запретили есть, и вместо этого они все как бы таблетки, да, кушают, ну, как вместо еды. И вот, и основная история то, что главный герой, парень, он в отношениях с девушкой, и когда они вдвоем кушают еду, он не получает от этого удовольствия от еды, когда он с ней кушает. Из-за этого они идут в бар, такой нелегальный, короче, бар, и там они, когда едят, короче, он максимально, это, типа, фейково показывает то, что он, типа, получает как будто бы удовольствие, на самом деле не получает, и из-за этого его девушка, они ругаются со своей девушкой, и он, в общем, пытается, чтобы, ну, как бы, чтобы обратно с ней улучшить отношения, да, с этой девушкой, он, короче, дома ест рамен и смотрит видос, вот эти же есть, мукбанг. Знаешь, такой, ну, мукбанг, где вот люди едят на камеру. Да. Вот он смотрит такие видосы и ест рамен, пытается вот получить вот это удовольствие, да, но не получается. Но он случайно находит в этом видео, узнает там одну знакомую, и он с ней встречается и рассказывает ей о своих проблемах с девушкой. И потом эта девушка ему намекает то, что вот, ты знаешь, что твоя девушка на самом деле в этот бар не первый раз, да, приходит, и он такой идет, чтобы убедиться, да, что вот на самом деле такое происходит, и он видит, что она, типа, ему на самом деле изменяет с другим парнем, тоже кушает они, да, и после этого, в общем, у него вот эта знакомая, как бы возникает какая-то там, типа, симпатия друг к другу и так далее, вот, и, ну, то есть я его еще не досняла, поэтому вот такая история. Интересно. Да. Это все из-за ковида пошло. Съемки, ты говоришь, да, вот в Корее дорогие, там какие-то баснословные деньги, да, на это уходят. С таким подходом не дешевле взять билет,
приехать обратно в наш теплый, вкусный, там, родной Бишкек, отснять здесь все, что мы хотим, как умеем, там, с колоритом нашим, да, намонтировать, приехать обратно и сдать. Вот тут такая работа, она как бы годится или нет? Ну вот курсовую нельзя снимать в другой стране, потому что это академическое время идет во время учебы, то есть нельзя ехать куда-то там, то есть пропускать уроки, да, вот это все. Поэтому тут уже вариантов нету, в любом случае нужно снимать его в Корее. А вот насчет дипломки, да, дипломную работу можно снимать, типа, в любой стране, куда хочешь, например, да. Главное, чтобы это было игровое кино, да, и, в общем, да. Поэтому многие, допустим, иностранцы, которые тоже закончили все уроки, да, но им нужно осталось там, допустим, дипломную снять, то им, короче, они часто бывает так к себе на родину едут и там снимают. Особенно вот у нас очень много, вот среди иностранцев самое первое место занимают китайцы. Они вот тоже так же едут себе в Китай, и там у них у себя снимают, короче, и потом, да, вот показывают потом свою дипломку. Так, вопрос про дипломку. Мгм. Получается, ты делаешь дипломку здесь, ты вернулась скорее в Бишкек Мгм. и снимаешь ее тут. И о чем она, собственно говоря? Мне легче всего снять, конечно, у нас в Кыргызстане, намного дешевле, да, и, в принципе, я еще могу подавать на какую-то там, допустим, финансовую помощь, и в этом плане все равно как бы легче, да, снимать здесь. Вот, а насчет темы самой дипломки, ну, я много тоже говорить не буду, и там, в общем, эта тема про жертвоприношение. В общем, мальчика хотят принести в жертву реке, которая, то есть река, которая уничтожает урожай в деревне, вот, и они хотят его принести в жертву. Вот на такую тему хочу снять фильм. Когда мы сможем его посмотреть? Надеюсь, в следующем году. В следующем году. Какое-то фестивальное или прочее продвижение у нас планируется? Конечно, конечно. Поэтому, дорогие зрители, особенно те, кто занимается кинофестивалями, я знаю, что вы посмотрите этот подкаст, и вы сможете помочь нашей прекрасной гостье с продвижением фильма. Мы все контакты оставим в описании, вы можете, конечно же, к ней обратиться и помочь. Да, можете, пожалуйста, денежку мне скинуть, хотя бы на еду. Банковский реквизит мы тоже прикрепим, там все прикрепим. Инстаграм, подпишитесь на меня, пожалуйста. Инстаграм, Телеграм, все, что надо, она нам скинет, и мы это закрепим. Спасибо большое. Да, и, пожалуйста, напишите мне, кто хочет помочь со съемками, вот. Залетайте на съемки, да, это будет правильно. И, кстати, вот насчет съемок, да, продакшн местный, да, наш вот центральноазиатский, там, если локализуем там Кыргызстан, да, вот какие-нибудь там у нас продакшн-студии и студии продакшена в Корее. Насколько сильно большая эта разница, как выглядит вот эта подготовка, там, взаимоотношения людей и так далее? Но, в принципе, такой большой разницы нету, потому что, ну, кино — это везде кино, и съемки, в принципе, везде одинаковые, просто могут быть различия, какие-то вот детали. Вот, например, у нас, допустим, на съемках есть отдельный человек, ассистент режиссера, который вот хлопает, да, на хлопушке. Вот, а в Корее, например, у них... То есть ассистент режиссера есть, но в основном, типа, хлопушкой занимается второй режиссер. Он как ассистент режиссера тоже, то есть, как бы такую работу делает. И отличие то, что, например, у нас ассистент режиссера с хлопушкой, он также и записывает, то есть удачные дубли, там звук, да, номер звука и так далее. А в Корее у них есть отдельный человек, которого называют скриптор. Он, получается, сидит перед экраном вместе с режиссером, смотрит на экран, записывает на телефон и следит за всеми вот этими ляпами, такие детали. Но это очень классная, типа, позиция такая, потому что этот человек может все время подходить к актеру и говорить: вот в предыдущем, допустим, кадре, да, вы вот волосы вот так сделали, да, или вот в этом моменте вы вот так сделали, да, чтобы не было вот потом на посте таких ляпов, вот, и тоже также записывает там удачные дубли, удачный звук там и так далее, вот, тоже. Ну, вот такие вот мелкие детали, то есть могут различаться в целом. Ну вот, возвращаясь к теме режиссеров, да, кино Кореи, вот у нас на постсоветском пространстве, вот особенно, наверное, в Центральной Азии, безумно ценят Ким Ки-дука. Да, у нас точно. это какое-то вот прям, я не знаю, как... Обесценение Да, этого. корейский там Тарковский, Феллини, я не знаю, это прям что-то с чем-то. Что ты можешь про него рассказать? Ну, вообще,
и понятно, что его творчество очень, как бы многие его знают, да, он очень известный режиссер, был, по крайней мере, и как бы его творчество, понятно, что многие, то есть говорят, что нравится, то есть такое, да, неоднозначная реакция людей, да, но в самой Корее, например, его канцельнули вообще-то. Это за что? Да, в общем, у них был очень-очень огромный такой сексуальный скандал, то, что он домогался всех актрис, которых снимал у себя в кино, грубо говоря, они приходили к нему через постели, ну вот в таком духе. Вау. Да, и скандал был большой не только из-за того, что он это делал, но этим занимался еще и его продюсер, короче. Поэтому там был такой момент, когда его вот эти актрисы, которые у него снимались в фильмах, там не один человек, то есть его жертвы, да, они все как бы подали на него в суд там и так далее, то есть и после вот этого большого скандала его просто скэнсельнули из Кореи. Жесть. Да, вот как бы у нас, допустим, на территории СНГ об этом мало кто знает, но в Корее... Я об этом впервые слышу сегодня, да. В Корее вот у них прям вот он прям, да, такой персона нон грата. Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Спроси другого». У нас была в прошлый раз прекрасная гостья. Она задавала такой вопрос. Если вы продюсер или человек, связанный с кино, готовы ли вы работать с ней? Конечно. Это гостья из Узбекистана, и она только ждет любых связей. Конечно. Я всегда готова открыто любым знакомствам с людьми из сферы кино. Это вообще всегда, мне кажется, очень круто на самом деле. И вы тоже, зрители, можете поучаствовать с нашими гостями. Напишите в комментарии. Напишите в комментарии, можно сразу им в личку, там на рабочие почты, желательно в рабочее время. Ну и, конечно же, какой вопрос вы зададите нашему следующему гостю? Я бы хотела задать такой вопрос вот следующему гостю. Что этот гость, что он делает или она делает прямо вот перед сном, когда ложится спать, вот голова касается подушки перед тем, как закрыть глаза, что именно этот человек делает перед сном? Прям? Вау, никогда об этом не задумывался. Но я смотрю подкасты про космос и засыпаю. Я смотрю на Ютубе таро-расклады, и я под них засыпаю. Здорово. Джибек, да. топ-5 корейских фильмов. Так, если мы говорим про корейские фильмы, которые я посмотрела и которые мне понравились, то на первом месте, конечно, это будет «Олдбой». Потом мне очень нравится фильм «Воспоминания об убийстве». На рисовом поле, у железной дороги, ее горло было вставлено. Тоже это фильм Пон Джуно. Также мне нравятся «Паразиты». Мне нравится фильм Пак Чанука, по-моему, его зовут. Фильм называется «Служанка». Мне еще нравится фильм, который мне Арген посоветовал, называется «Гангстер, коп и дьявол». Гангстер и коп вместе ловят дьявола. Ну, от себя я вкину один, ладно, фильм корейский, который мне очень нравится. «Динозавр», Пон Джуно, режиссер. Поэтому мы не 5, а 6 фильмов добавим. Ну хорошо. Здорово, да. Джибек, спасибо, что пришла. Да, спасибо, что позвали меня. Классный вышел подкаст. Еще, если позовете, я могу на 3 часа рассказать вообще все. Обязательно. Спасибо большое нашим зрителям. Да, спасибо большое. Смотрите хорошее кино, подписывайтесь на нас на Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме, мы есть везде. Обязательно подписывайтесь на соцсети нашей гости. Да. И, конечно же, слушайте наши подкасты и делитесь им со своими друзьями. Вот, кстати, на корейском-то как попрощаться? Там пока? Сказать, если как к друзьям обращаться, то можно сказать просто «аньон». Аньё? Аньон. Аньон? Да, это вот в конце вот это кыргызское «г» идет. Аньон. Аньон. Все, ребята, всем аньон.
Это сердечко, да, корейское, правильно же? Да, это вот корейское маленькое сердечко, но по идее это не только не просто маленькая вот такая сердечко, но если полностью посмотреть на руку, то она напоминает реальное человеческое сердце. Ого! Серьезно? Да, вот. Тук-тук-тук-тук. До свидания. До свидания. 안녕.